Бессмысленность вопроса о смысле жизни. Сама по себе специфика этого вопроса предполагает, что смысл у жизни уже есть. И человек, видимо, пытается рационально сформулировать для себя этот смысл. Но задающему такой вопрос было бы вполне справедливо задать вопрос встречный. Почему он задает такой вопрос, если он уже живет? С позиции вопрошающего, видимо, смысл жизни – это есть нечто отдельное от самой жизни, и его можно как-то рационально объяснить. Хотя, как мне это видится, рациональное объяснение жизни скорее свидетельствовало бы о какой-то ошибке, хотя бы даже логической, потому как, опять же, человек уже живет, и он не инициировал процесс своей собственной жизни. Либо же он может предполагать под смыслом жизни наличие осмысленности жизни при наличии деятельности, осмысленность которой подкрепляется извне. Следовательно, вопрос о смысле жизни слишком общий, а то, что человек вовлечен своей многоуровневой сенсорной системой в эту жизнь, делает такой вопрос абсурдным. Ведь именно с позиции человеческого восприятия нужно подходить к пониманию того, почему человек задает вопрос о смысле жизни. Ведь когда его все устраивает с точки зрения его сенсорной системы, то и смысла в жизни, то и вопрос о смысле жизни не возникает. Когда человеческий зародыш находится у матери в животе, навряд ли его волнует вопрос о смысле жизни, так как он на тот момент физиологически является частью своей матери и получает от нее все питательные вещества, вне зависимости от того, как он к этому относится. Отделившись же от матери, он растет отдельно и взаимодействует со средой непосредственно. Вырастая и обретая способность к разуму, он задает вопрос о смысле жизни, когда его что-либо не устраивает с точки зрения его сенсорной системы. Если учесть, что человек уже существует, независимо от того, как он к этому относится, и он не инициировал собственное существование. Вопрос о смысле жизни звучит как минимум нелепо. Аналогия с изобретением автомобиля. Когда человек, допустим, изобретает и конструирует автомобиль, он является его создателем. То есть он заведомо знаком с устройством этого автомобиля до того, как он сойдет с конвейера, будучи запущенным в массовое производство. В случае же с вопросом о смысле жизни человек уподобляется этому автомобилю, который хочет узнать, какого черта он тут делает, выполняя функцию езды туда и обратно. Автомобиль не может знать, зачем он нужен, потому как у него есть создатель в виде изобретателя и конструктора, и он создан для выполнения функции более быстрого перемещения в пространстве. Сам автомобиль не инициировал собственное существование, а был создан людьми. У человека же есть то, что он сам называет разумом, которым он интерпретирует данные, получаемые им через его сенсорную систему. А эта система, в свою очередь, побуждает его действовать через инстинкты. То есть все рациональное трактование представления о мире происходит на основании тех данных, которые он получает извне посредством органов чувства. И никакого другого обоснования для такого трактования быть не может, так как человек ограничен своей сенсорной системой восприятия. Например, человек не может знать, что такое смерть, только потому, что он не испытал ее. Человек только имеет свое представление о смерти, видя, как другие теряют признаки жизни, но о смерти как таковой он ничего не знает, потому как он никогда не умирал. Следовательно, все настоящее, чего человек знает о себе и об окружающем мире, он знает только на основе своего восприятия. Получается, что представление о каком-то смысле, в том числе и о смысле жизни, это всего лишь умозрительное понятие, не имеющее ничего общего с жизнью как таковой, если мы идентифицируем саму жизнь с позиции возможности восприятия. Религиозная идея как смысл жизни. Рано или поздно человек, задумывающийся о смысле жизни, приходит к следующей закономерной мысли о возникновении самой жизни.
Вопрос о смысле жизни как бы предваряет вопрос о ее возникновении. То есть человек, чтобы подойти к смыслу жизни, хочет найти ее исток, но понятие об истоке жизни скорее предопределило бы смысл, так как исток подразумевает намерение. Ведь человеку недостаточно просто представления о начале чего бы то ни было, так как ему нужно представление о некоем источнике. Притом источник в его представлении – это нечто расплывчатое, неопределенное, чем, собственно, и пользуются различные идеологии, одним из инструментов которых является религия. Религия узурпирует авторское право на мир, несмотря на то, что ее авторитарная суть – это довольно примитивное объяснение мира, которое работает лишь при принятии этой нелепой идеи на веру. С точки зрения примитивного взгляда, религиозная идея объясняет все, но на самом деле она не объясняет ничего, потому как нелепо ссылаться на то, что кому-то до определенного момента нечего было делать, и он решил создать мир. Здесь больше волнуют мотивы Бога, которые побудили его создать мир. Учитывая сложность мира, представлять идею того, что этот мир и явился неким результатом чего-то намерения, довольно глупо. То есть сама религиозная идея, как транслятор первопричины, является плодом своей же несостоятельности. Религия проистекает из самой себя и в себя же уходит, потому как на самом деле она ничего не объясняет. Само по себе существование такой идеи обусловлено потребностью человека в вере, просто в силу отсутствия у него способности мыслить. Мыслящему человеку идея о некоем творении мира показалась бы чем-то как минимум необоснованным. В случае с безоговорочным принятием религиозной идеи человек расплачивается за ее простоту потерей возможности рассматривать ее с позиции непредубежденности. Но рассмотрение этой идеи без предубежденности подразумевает ее несостоятельность, так как она зиждется на слепой вере, без всяких на то обоснований. Жизнеспособность религиозной идеи предполагается не столько ее идеологическим концептом, сколько склонностью человека к вере в авторитарную основу этой идеи, так как вера в нее инстинктивно подменяет любые знания и оправдывает любые человеческие состояния. Человек думает, что религиозная идея гласит о том, как ему нужно думать, но на самом деле религиозная идея дает самому человеку лишь то, что он сам хочет получить, не более. Может показаться, что религия занимается самооправданием, указывая на причину всего, то есть некоего Бога. Но на самом деле у самих людей есть такая потребность – иметь в голове образ причины всего, и религия всего лишь удовлетворяет эту потребность и не более того.